Итак, мои друзья, мы продолжаем наш цикл о Второй мировой войне, о ее причинах и следствиях, об действующих силах и исполнителях. Но начнем немножко раньше. Начнем с Испанской войны 1936-1939 годов, о гражданской войне в Испании, в которой СССР принял сторону испанского правительства и послал сражаться с силами фашизма лучших своих сыновей. Ну, почему началась война в Испании, это дело темное. Причин там множество, действующих лиц более чем достаточно. Если брать вкратце, то это левые революционные демократические силы, требующие изменений всего и вся, и традиционалисты-консерваторы, которые требовали сохранения прежних нравов, обычаев и порядков. Как правило, это военные. В Испании это не исключение, там произошло то же самое. К власти пришли социалисты вкупе с коммунистами и прочими троцкистами. Против этого выступили военные, начался военный мятеж. Известная фраза «На всей Испании безоблачное небо», которая сейчас считается уже фейком, но это не важно. Важно, что определились поддерживающие стороны силы. Законное правительство в Мадриде поддержали все демократические силы и левые революционеры по всему миру. Мятежников поддержали фашистские и националистические режимы в Италии, Германии и Португалии. Фашистские – это не оскорбление, потому что фашизм – это политическое движение, созданное в Италии Муссолини, и в принципе ничего плохого, ну объективно, ничего плохого оно не представляло, это просто политическое движение. Фашо ди комбатименто, союзы борьбы, это бывшие союзы бывших ветеранов, или ветеранов действующих, которые просто не хотели существования в Италии, такого бардака, и какой он творился по разные стороны границы. Потом Муссолини начал свою политику, пришел к власти. Фашизм это сейчас ругательно, тогда это не было таким понятием. Даже товарищ Молотов говорил о том, что гитлеризм, как система политических взглядов, можно осуждать или поддерживать. Бороться с ней бессмысленно, потому что идеи не умирают. Просто объективно, что мятежников поддержали консервативные традиционалистские режимы Германии, Италии, Португалии, а революционеров поддержали СССР, свободолюбцы и демократы в Западной Европе, ну и прочие, в общем-то, революционно настроенные люди. Что характерно для Испанской войны? О перипетиях военных действий мы говорить не будем, это дело десятое, да, по большому счету неважное. И немцы, и мы использовали Испанию в качестве полигона, где можно обкатать свои новые вооружения. Свои новые танки, свои новые самолеты, свои новые системы управления. В общем, все то, что пригодится в будущем. И мы, и немцы послали не очень большие контингенты. Регион Кондор никогда не насчитывал больше 20 тысяч человек. Всего советских специалистов направлено было в Испанию около 2500. То есть это считая всех. Это офицеров военно-морского флота, это летчиков, это специалистов тыла, это сухопутных офицеров. В общем, это были специалисты, которые ехали в Испанию формально на свой страх и риск. То есть, если брать юридически, СССР в Испанской войне не участвовал никак. СССР разрешил, я скажу так, даже так правильнее будет, он не возражал, если бы какие-то граждане СССР за свой страх и риск, за счет Банка Испании, завербовались в испанскую армию в качестве
кондотьеров, в качестве наемных специалистов. И осуществили бы там свои функции как частные лица. То есть наши добровольцы ехали в Испанию как частные лица. Не как военнослужащие РКК, не как летчики РКК, не как танкисты РКК, а как частные лица. Их билеты оплачивал Банк Испании. СССР поставлял Испании, законному избранному правительству Испанской Республики, вооружение. Но поставлял на коммерческих условиях. То есть сначала поставки шли за наличную свободно конвертируемую валюту. Когда валюта у испанцев кончилась, СССР предложил испанскому правительству взять у него кредит на закупки вооружений. Но поскольку правительство шаталось и едва-едва держалось на краю карты, СССР попросил как-то обеспечить этот кредит. Испанцы спросили, а чем мы можем его обеспечить? Наши ответили, что никаких проблем с этим у СССР нет. СССР готов принять в качестве обеспечения золото, другие драгоценные металлы, драгоценные камни, военный флот. Отдать военный флот испанцы отказались, а вот золото согласились поставить. И испанский золотой запас уплыл в город Одессу, а затем убыл в город Москву, где и залег в подвалах Госбанка СССР. Ровно на сумму этого золота СССР тут же начал поставки техники и вооружения. Очень большие поставки, очень широкой рекой. И поставлял их до тех пор, пока золото не кончилось. Когда оно кончилось, поставки прекратились, и Испанская Республика рухнула. Но до этого поставки шли постоянно, регулярно. Поставлялось все. Стрелковое вооружение, винтовки, пулеметы, танки, броневики, артиллерийские орудия, зенитные орудия, авиация. Причем самолеты как просто самолеты, так и вместе с экипажами. Это было, экипажи, опять же, говорю, как военнонаемный специалист. То есть Испания покупала у СССР истребители и нанимала для них летчиков, как частные лица. На тех же самых основаниях действовал легион Кондор. Германия официально не участвовала в Испанской войне. Германия разрешила своим офицерам, своим унтер-офицерам и своим солдатам, как частным лицам, завербоваться в войско Франко и вести там войну на свой страх и риск. Это нормально, естественно, то есть условно говоря. Вот СССР воюет с итальянским экспедиционным корпусом при Гвадалахаре. Вернее, не СССР, а испанские добровольцы, среди которых очень много советских офицеров. Советские экипажи на советских бомбардировщиках бомбят наступающие войска итальянцев. Итальянцы гибнут. В это время в городе Ливорно строится лидер эсминцев Ташкент для Черноморского флота. Советские специалисты приезжают в Гену или Ливорно, точно не помню. Может быть, в Гену, может быть, Ливорно, это не принципиально. Факт, что в Италии. Советские специалисты приезжают на завод, ведут переговоры с итальянцами, спорят, ругаются, требуют поменять паропроводы, требуют утеплить, котлы, поставить их на более серьезные фундаменты. В общем, текущая нормальная работа. По ту сторону Средиземного моря русские убивают итальянцев, а итальянцы, соответственно, русских. А по эту сторону русские с итальянцами вместе строят корабль для Черноморского флота СССР. Это совершенно нормально. Потому что официально и формально СССР с Италией не находится в состоянии боевых действий. Более того, советские экипажи на советских бомбардировщиках атакуют и бомбардируют немецкий броненосец Deutschland в Средиземном море. Несколько попаданий, несколько убитых. Немцы разводят руками. Дело житейское. Что ж тут бывает? Бывает и не такое. То есть, эта война не была войной идеологической. Это не было вообще, по большому счету, войной, в которой участвовал СССР. Это
Это был полигон, оплаченный средствами этой испанской казны. Если товарищ Сталин не великий коммерсант, то я папа римский. Это прекрасное использование чужих ресурсов в собственных целях. Да, мы понесли там потери. Какие-то советские специалисты были убиты, какие-то ранены, какие-то перешли на сторону врага. Такое тоже случалось. Немного, но было. Но эти потери полностью компенсированы тем, что СССР получил бесценный боевой опыт, отыграв на испанском полигоне сценарий будущей войны. Кстати, именно там наши танкисты убедились, что Т-26 и БТ совершенно не годятся для современной войны, потому что и у итальянцев, а особенно у немцев, было очень много противотанковых пушек 20-37 мм калибра. Эти пушки насквозь прошивали БТшки. И тем более Т-26. И Павлов, вернувшись из этой командировки, это будущий командующий Западным особым военным округом, там он был танкистом, сказал, что нужно немедленно все менять в нашей танковой стратегии, потому что наши планы будущей войны ни к черту не годятся, потому что партизанская артиллерия, появившаяся в конце 20-х годов, полностью поменяла картину сухопутного боя. Но это так, между прочим. Там же были опробованы наши бомбардировщики СБ. Там же наши летчики одержали первые победы над немцами. Тогда испанцам поставлялись истребители И-15, И-16, которые вполне успешно действовали против Фиатов, Капрони и Хенкелей 51. Но когда у немцев появились первые модификации Мессершмитт-109, у наших появились проблемы, потому что, к сожалению, наши истребители начали уступать немецкому вооружению в бою. Но это тоже опыт, а отрицательный результат тоже результат. Наши получили бесценный опыт за счет Банка Испании. Это лучшее из того, что могло быть в данной ситуации. Мы получили опыт, ничего за него не заплатив. Кроме нескольких жизней наших специалистов, это печально, но это неизбежно. Если люди нанимаются на войну, их могут убить. Такое случается. В это же время, в 1937 году, в 1937-1938 году происходит кризис на Дальнем Востоке. Начинается война Японии с Китаем после инцидента у моста Лугоу-Цяо, у моста Марко Поло. Ну, это известное событие. Японские солдаты перешли границу, были схвачены китайцами, убиты. Это стало поводом для войны. Японские войска перешли границу. Началось наступление, но фишка в том, что Китай огромный. Китай очень большой. Оккупировать Китай физически невозможно. Потому что для оккупации Китая нужна 10-миллионная армия. У японцев близко такой армии не было. Японцы создали свое государство Манчжоу-Го в Манчжурии, свое вассальное государство. Ну и решили, что этого будет достаточно для того, чтобы хоть как-то контролировать северо-запад Китая. А дальше они начали вести боевые действия. Китай обратился за помощью к США и к СССР. В Китае не было тогда военных заводов. Сейчас это звучит дико и невозможно, но в то время Китай был унылой сельскохозяйственной окраиной мира. Такой глухоманью, что да, не приди Господь. В Китае не делалось, не производилось никакого оружия. То есть в лучшем случае примитивная стрелковка, и это все. Ни пушек, ни танков, ни самолетов китайцы не строили, полностью полагаясь на покупки за границей. Американцы согласились помочь Китаю и тут же построили Бирманскую дорогу, по которой начались поставки американского и английского вооружения через Бирму на юг Китая. Через Лашо, от Рангуна на Лашо и дальше на Китай. СССР тоже согласился помочь Китаю. И для этих целей в Казахстане
начали строить дорогу, которая через Синьцзян-Уйгурский автономный район тоже дошла до Китая. Это был тоже длинный путь, тракт, но по которому тоже пошли поставки вооружений. СССР поставлял тоже стрелковое вооружение, артиллерию, боеприпасы и оснастил первую китайскую танковую дивизию танками Т-26. Плюс к этому по схеме Испании начали перебрасываться самолеты вместе с экипажами. Эти экипажи считались добровольцами, нанятыми китайским правительством за свой страх и риск. Поэтому СССР с Японией не воевал. Вот. Ну, первая китайская танковая дивизия в боях не участвовала, ее Чан Кайши держал в качестве личного резерва на крайний случай, а летчики повоевали изрядно. Повоевали много, достаточно долго. Ну и приобрели определенный боевой опыт, который очень пригодился нам буквально через год. Летом 1939 года, вернее в мае 1939 года, начался конфликт на Халхин-Голе, называемый японцами Наманганским инцидентом. Это не было никакое вторжение там, японских войск в Монголию, никакая там попытка покорить Монголию. Нет, это была пустая безлюдная степь. Весь смысл этого нападения был в том, что японцы хотели отжать у Монголии территории за рекой Халхин-Гол, которые примыкали к строящейся железной дороге. Японцы вынуждены были строить железную дорогу в 10 километрах от границы, потому что если строить ее дальше, нужно было равнять хребты и прокладывать ее через гору. Это было тяжело, накладно и очень дорого. Проще было подвинуть монголов, закрепиться там и сказать, что вот эти вот 40-50 километров до реки, это уже наше, вы тут ни при чем, давайте по-хорошему. Первая часть плана японцам удалась. Японские части перешли границу, разбили немногочисленные монгольские погранзаставы, какие-то кавалерийские дозоры, эскадроны и отогнали японцев за Халхин-Гол. Но у Монголии был договор с СССР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На территории Монголии находился 57-й отдельный особый корпус советских войск в составе 3 моторизованных мотобронебригад, танковой бригады и стрелковой дивизии. И товарищ Сталин приказал этому корпусу выступить на защиту Монголии. Товарищу Сталину было глубоко плевать на проблемы территориальных споров между Японией и Монголией, вернее, между Манчжоу-Го и Монголией, потому что формально Япония выступила как союзник Манчжоу-Го. Но товарищ Сталин хотел преподать урок японцам и объяснить им, что воевать с СССР это дорого. Дорого и еще раз дорого, прежде всего в людях, в технике и в деньгах. Этот урок Сталин провел блестяще. Во-первых, СССР усилил группировку наших войск в Монголии в части бронетанковых и авиационных вооружений. То есть наше превосходство в танках и самолетах, особенно в танках, в июле 1939 года было бесспорным и безусловным. Общая численность наших бронетанковых сил, включая танки и броневики, составляла около 1000 единиц. Ну, под 1000, там 890-900 штук. Японцы на этом фоне смотрелись очень бледно. Вот, но они продолжали попытки атаковать и даже переправились через Халхин-Гол в районе горы Баян-Саган. Тогда Жуков, в то время сменивший комкора Штерна на посту командующего группировкой, приказал 11-й танковой бригаде комбрига Яковлева атаковать японцев на нашем берегу реки Халхин-Гол и отбросить их за реку. По всем наставлениям танки должны были атаковать с пехотой. Но стрелковая дивизия, которая должна была поддержать бригаду, находилась в пути, и на момент начала сражения между ней и атакующими частями комбрига Яковлева было 40 километров. Никак эти километры было не преодолеть. Поэтому
11-я бригада пошла в атаку без пехоты. Потери были страшные. Потери были ужасные. То есть костры от горящих танков по степи. Но бригада задачу выполнила. Японцы были разбиты, отброшены на восточный берег Халхингола. Это был первый урок японцам. Очень четкий и ясный, что русские пойдут на любые жертвы, чтобы добиться своих целей. Если их цели требуют положить половину танковой бригады, эта бригада ляжет. Далее Жуков решил, что просто оттеснить японские войска будет недостаточно. Он готовил операцию по окружению. Наши войска перешли в атаку по флангам и в течение нескольких дней окружили группировку японцев, после чего началось их методичное избиение и взятие в плен. Японцам, кстати, повезло, им удалось большей частью бежать через степь к своим. В плен попало очень немного количества людей, но очень много было убитых. В это время в воздухе разворачивалась своя битва. Наша авиация подавила, наконец-таки, японскую, обрела господство в воздухе и смогла обеспечить безопасность наступающих войск с неба. То есть сражение при Халхинголе, хотя и было кровавым и жестоким, тем не менее закончилось полной, безусловной и абсолютной победой советской армии, Красной армии. Японцы поняли, что с СССР на сухопутном театре воевать нет особого смысла, потому что потери, которые они понесут, будут гораздо больше приобретений, которые они могут приобрести. Ну, одним словом, не стоит овчинка выделки. И поэтому основные усилия Японии были перенесены на морской театр военных действий. Армия отошла на вторые роли, чего, собственно, СССР и добивался.